Приветствую, коллеги, давайте начинать. Сегодня четверг, 22 число, и мы с вами проводим утренний брифинг. Да, прожимаем лайки, с нас не будет аналитику приятно, но вот обозвали меня аналитиком. Хотя, с другой стороны, а что поделать, да, мы с вами анализируем рыночную ситуацию, ну, конечно, строим некоторые торговые идеи, которые вы сможете реализовать всячески по-своему. Ну и для того, чтобы было, да, ведем какую-то статистику. Статистику по счету утренний брифинг, это статистика, да, где мы реализуем идеи утреннего брифинга. Итог почти 1,5% профита за этот месяц. Ну, так себе, учитывая, что первые половину месяца практически не работали. И почти 9% стратегии торгуем против толпы. Обращаю ваше внимание на описание видеоролика. Если вы не видите его, то нажмите на логотип YouTube, который находится в нижнем правом углу, для того, чтобы перейти непосредственно на YouTube и там просмотреть все описания. Потому что в описании есть ссылка и на статистику, и на круглосуточные торговые чаты, которые мне часто люди спрашивают. Все там. И обращаю ваше внимание на первый комментарий закрепленный, в котором будут тайм-коды по тем инструментам, которые вас, возможно, заинтересуют, чтобы не просматривать все 20-30 минут обзора, а сразу перейти на интересующий вас инструмент. На мой взгляд, очень удобно. Сегодня публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, но в принципе это уже то, что было опубликовано 3 или 2 недели назад, уже не помню. В общем, все то же самое, что было и вчера, только с ФРС. Вчера выпустились минутки, так называемые ФРС, да, то есть уже полный отчет, в котором по большому счету было все то же самое, что 3 недели назад, и сделана ремарка на то, что понижение процентной ставки, которое было 31 июля в США, это всего лишь коррекция по ужесточению монетарной политики, ну вот что-то типа этого. А вообще хочу вам сказать, что в эти дни проходит так называемый симпозиум в Джексон Холл. В прошлом брифинге задавали вопрос, правда уже за рамками брифинга, как я к этому отношусь. Отношусь к этому, ну, нейтрально, скажем так, разве что только стоит обратить внимание на то, что в 2009 году вот именно на симпозиуме в Джексон Холл председатель Федеральной резервной системы США, тогда Бернанке, объявил о запуске количественного смягчения, так называемой программы QE. Тогда впервые рынок услышал, что QE будет запущено. После этого оно было запущено еще 2 раза. И очень символично будет, если нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл объявит о запуске QE на этом симпозиуме. Правда, это очень-очень маловероятно, потому что, запускать QE при текущих ставках не так все плохо на самом деле в Америке. Вообще надо сказать, что во всей той рецессии, которой грезят некоторые источники, да, Америка находится на одной из самых лучших позиций. То есть там, в принципе, если и шарахнет, то по Америке шарахнет с меньшей степенью. Но примечательно то, что запланировано выступление Джерома Пауэлла, нынешнего главы ФРС, на завтрашний день, на пятницу. И вот это будет очень интересно. Рынок этого ждет, без сомнений. Поэтому сегодня можно говорить о том, что очень много флета в рынке, очень много неопределенностей. Мы с вами сделаем на это, безусловно, ремарку. Но по большому счету вся движуха будет вот именно на том, что же скажет Джером Пауэлл. QE объявит, конечно, доллар ослабнет очень-очень сильно, хотя это очень маловероятно. Здесь будет достаточно объявления о проведении мягкой монетарной политики. Да, то есть хотя бы убрать ту риторику, что мы можем опять начать поднимать процентные ставки или организовать QT. В общем, что-то более смягчающее. И тогда доллар США, в принципе, должен ослабнуть, потому что уже сейчас участники рынка ожидают понижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Возможно, эти ожидания будут чуть-чуть помягче. Ну вот примерно такая экспозиция у нас сейчас есть. В общем, сегодня мы, я думаю, будем готовиться. Да? Кто-то будет готовиться, кто-то будет ждать событий уже завтрашних. Да? Ну, люди, которые ждут тенденции, наверное, сегодня нет. А если какой-то и будет импульс, то вполне возможно, что мы нарвемся на какой-то там, знаете, какой импульс? Нарвемся на импульс, какой-то такой провокационный. Ничего не закрылось по отношению к вчерашнему дню, поэтому в принципе скрины показывать нету никаких. Неплохо отчитался хорошо отчитался Роснефть вчера, это кто смотрит российский рынок. Правда, уже за вчерашний же день отыграла весь свой гэп, устроенный на открытии, и так себе спустилась практически к уровню открытия. Но очень классно, очень круто, 15,3 рублей на акцию планируемые дивиденды, это очень хорошо.
Обращаю ваше внимание на новую нашу статью. Инвесторы переживают временное снижение рубля. Оно есть в блоге, ссылка будет тоже в описании. И что есть нового? Да, в принципе, ничего. Да. В эти дни, кстати, помимо симпозиума, нынешний премьер-министр Англии Борис Джонсон ездит по Европе и пытается договориться там с Евросоюзом относительно сделки Brexit. Ничего у них не получается. И вот сообщение о том, что Brexit без сделки с последующим установлением границ стал основным сценарием для Франции. Ну, никак Борис Джонсон не может найти какие-то новые, более выгодные условия для его страны. Это негатив для фунта, но в принципе мы сами видим, что особого движения вниз по фунту на самом деле и не было. По евро давайте двинемся туда. Значит, мы традиционно толкаемся в боковике. Ну, в принципе, это понятно, да, с 19 числа все ждут решения по симпозиуму. Кстати, если в этом симпозиуме что-то более интересное, ну, сегодня, насколько я знаю, Трамп встречается в рамках этого симпозиума с компаниями, угледобывающими компаниями, да, но это уже больше относится к фондовому рынку, к нашему валюту, причем к фондовому рынку Америки в основном. К нашему валютному рынку это относится более-менее косвенно. По инструментом, что мы там с вами видим? Ну, во-первых, европейская валюта, стоит обратить внимание на стопы, которые располагаются над максимумами, которые, ну, над максимумом и есть и над минимумами, ну, и там все присутствует, и на самом деле, наверное, ну, грубо говоря, люди делают ставки, да, то есть ритейл-трейдер делает ставки, ставит стопы за хаи, за лои, хотя бы за локальные, чтобы, так сказать, ограничить свои риски. В общем, можно ожидать, что выход из этого боковика может состояться импульсный чисто на срабатывании стопов. А наша идея все та же самая, как и ранее, да, это предположение того, что движение вверх для нас с вами является основное, это 1.1120. Если мы увидим импульс, в том числе на стопах, внимательно смотрим, есть ли в этом импульсе признаки ложного пробоя. У нас 4 признака ложного пробоя, не все изъяснены в нашей стратегии от анализа до сделки. И если этих признаков нету, то в принципе можно ждать отката и откупать, и это будет наш основной сценарий. Если будут признаки ложного пробоя, тогда в преддверии того, что вот-вот может выступать Пауэлл, это на самом деле стрёмно. Стрёмно, и, наверное, лучше оставить все это затею в покое. Про продажи пока в принципе не говорим, нет такого фундаментального фона, да, надо, чтобы евро завалилось, надо, чтобы Джером Пауэлл что-то сказал очень такое жесткое с точки зрения монетарной политики, например, то, что процентные ставки понижаться в этом году больше не будут. Но, во-первых, он такое маловероятно скажет. Во-вторых, если он даже скажет, то очень маловероятно, что рынок в это поверит. Да, потому что участники рынка прекрасно понимают текущую ситуацию. И когда он в декабре 2018 года сказал, что ставки будут повышаться в 2019 году, ни на секундочку рынок этому не поверил. Ну, а в-третьих, евро может завалиться, если что-то будет очень плохое для еврозоны с точки зрения новостей. Но это плохое для еврозоны уже присутствует. Кто следит за долговыми бумагами, вчера Германия выпустила облигации с отрицательной доходностью. То есть фактически страна заняла как бы взаймы у населения, у компаний, но при этом не будет выплачивать дивиденды, а даже наоборот, по истечении этого долга отдаст чуть-чуть меньше, чем оно есть. Вот такая вот новая реальность, когда в долг можно брать не под проценты, а под отрицательный процент, когда ты берешь больше, отдаешь по итогу. Берешь много, а по итогу отдаешь меньше, чем брал. Вот такая вот крутая штуковина. Валютная пара фунт-доллар. Картина точно такая же, как и была ранее. Да, основной сценарий для нас это все то же самое. Это лонги. Значит, мы здесь рассматриваем более серьезные лонги по факту появления цены выше, чем 1.2265. Идея точно такая же. В принципе, жесткий Brexit уже заложен в цене. Если что-то будет меняться, да, то будет меняться в лучшую сторону. То есть, как бы, ну, либо Англия выйдет вот в таком составе, да, и так, вот в таких условиях, и тогда мы получим с вами падение, но это будет к концу октября, да, либо мы получим какой-то свет в конце тоннеля, и все это дело подрастет. Либо, опять же, ФРС там начнет мягчить по монетарной политике, тогда да. Но до этого момента еще надо дожить и добраться. Да. Сегодня обращаю ваше внимание на зону 1.2180, 1.2135. Она выглядит, в принципе, неплохо, как возможность оттуда пошортить. Уверяю вас, сделайте это с маленьким объемом, потому что вот такой вот реакции может и не быть. Да. То есть это такой маловероятный сценарий, хотя это, наверное, единственный сценарий, который можно попробовать сегодня реализовать. 1.2060, 1.2010 это та же самая поддержка. Все это неплохо выглядит в плане
сантимента, потому что во вчерашнем вот этом вот росте, да, есть люди, которые купили по состоянию на сейчас находятся в шортах, поэтому в лонгах и в просадке, поэтому они могут, так сказать, генерировать своего рода сопротивление. Здесь же стоит обратить внимание на то, как торговались фьючерсы по данному инструменту. Сейчас мы посмотрим, глянем. Да, обращаю ваше внимание на любое падение, которое сдерживается, которое выкупается, вчерашнее, да, но с другой стороны и активности как бы вверх нету. Поэтому у нас ждет однозначно флет, я думаю, и лучше уж торговать внутри этого флета. Ну, кто боится зависнуть в сделке до Пауэлла, ну, наверное, лучше тогда уж и не суйтесь. Доллар, канадский доллар завалился вниз по итогам вчерашнего дня, и не совсем понятно почему, хотя примерно я догадываюсь, но не суть важно. Тем более, что изменений относительно идей никаких нету. 1.3230, 1.3175 это все еще является поддержка. Если Джером Пауэлл начнет что-то говорить мягкое про доллар, безусловно, он провалится. И если провалится под 1.71, под 1.3175, тогда уже будем говорить о шортах. Но это идея не сегодняшнего дня никак. Сегодня, ну, может быть, может состояться тот пробой, который может оказаться ложным, да, о котором мы говорим с вами несколько дней. Вот так тут выглядят заявки у брокера Уанды на покупку, рыночные заявки, которые можно отнести к стопам. Здесь ничего нового. Доллар, японская иена. В целом тоже ничего нового. У нас тоже есть аналогичные стопы, их мы отмечали. Здесь у нас что из наших идей? Да, то, что мы состоим в некоторый такой отбой. Мной предполагается то, что вот сейчас на рынке, да, так называемый рисков, когда активы, когда деньги перебежали в относительно активы убежища, которым является иена, франк, золото и облигации. И, судя по всему, мы видим с вами, что оттуда пока никакой движухи явной такой нету. Никто не выбегает. Во всяком случае, до того момента, пока Джером Пауэлл не расскажет что-то позитивное, например. Но если он не скажет ничего позитивного, да, то этот рисков продолжится. И, в принципе, оснований для ослабевания валюты убежищ, да, к которым относится иена, пока нету. Поэтому идея, да, двигаться от сопротивления 175, 106, 80, она все еще есть. По позициям есть шортовая позиция на стратегии против толпы. 105.90 на самом деле ее цель. Это совсем немного, это, то есть до этой поддержки. Есть соответствующие отложенные ордера по стратегии реализации утреннего брифинга. Кто на ней подписан, должен видеть эти ордера у себя в терминале. И что еще хочется отметить. Единственное, что немножечко напрягает, да, это дельта, на которую я обращаю ваше внимание уже целую неделю. Да, то есть дельта, отрицательная дельта в момент падения фьючерса. Мы видим, как много рыночных ордеров на продажу присутствует. Не сказать, что сильно там откупает и т.д. и т.п., но, как говорится, что есть, то есть. Прикол этой дельты заключается в том, что мы не знаем ее направления. Да? Голый дельту анализировать ни в коем случае нельзя, потому что это можно трактовать абсолютно по-разному. Это было и вот вчера, вот также, да, на открытии Америки, и позавчера, и 3 дня назад на открытии Европы, и так далее, и так далее. В чем прикол? Прикол есть в том, что мы знаем и видим с вами, что в данном конкретном время проходит много рыночных ордеров на продажу, которые сводятся с лимитными ордерами на покупку. Можно предположить, что некий инвестор знает о том, что инструмент завалится вниз по итогам, например, Джерома Пауэлла, и хочет набрать позиции вот за несколько, так сказать, дней. И тогда он будет заходить рыночными ордерами на продажу, да, чтобы это дело сделать. Его принимает маркетмейкер, который обязан принять такие заявки. И, собственно говоря, мы видим вот такую дельту, которую видим. Получается, что кто-то как будто бы знает о предстоящем падении, да, и тогда заряжается в шорт. С другой стороны, можно трактовать это совсем по-другому, да, то есть некий участник рынка знает, что инструмент пойдет вверх, да, и тогда просто стоит лимитными заявками на покупку и набирает весь тот объем в тот момент, когда инструмент начинает заваливаться. То есть, понимаете, эту ситуацию можно двояко абсолютно трактовать, но то, что ситуация есть и из раза в раз повторяется, выглядит очень прикольно. И это добавляет, скажем так, интриги к тому, что же все-таки будет. Кто-то что-то знает, кто-то что-то делает. Очевидно, очевидных вещей пока не видно, но понятно, что что-то, как говорится, будет. Австралийский доллар от сопротивления так и отбивается уже несколько дней подряд. Здесь абсолютно ничего нового, все то же самое.
Стратегия против толпы, нахожусь в длинных позициях, цель очень короткая 68-40, то есть примерно вот здесь стоит эта самая цель. Ну и этот сценарий, как был с начала недели основным, так и остается. Правда, вероятность того, что это реализуется сегодня, ну немного. Почему? Потому что сегодня, наверное, день такой больше флетовый, может быть даже как-то там отколемся вниз. Ну а реально, если там Паул начнет говорить о дальнейших перспективах снижения, КТ и прочее, тогда, конечно, мы увидим ослабление доллара и, соответственно, рост австралийского доллара к доллару. И такая же картина может настать и на новозеландце. Новозеландец провалился к поддержке. Ну, не сказать, что здесь прям поддержка, потому что по объемам она не такая уж и крутая. Да? Ну, сколько здесь мы наторговались? Ну, азиатскую сессию поторговали 7 числа. Да? Сколько там объема есть? Наверняка немного. Даст ли этот объем реакцию или не даст, не знаю. Поэтому лучший сценарий даже здесь дождаться все-таки пробоя, если такое состоится. И причем надо, чтобы было не в разрез фундаменталом. Да? То есть, если состоится пробой вниз, а потом Паул начнет говорить о мягкой монетарной политике, то шортить новозеландец не стоит, потому что, это не в пользу, нифига движение вниз, если доллар слабеет. А вот если напротив, то тогда и, может быть, можно пошортить. В общем, здесь однозначно забор. Кто хочет порисковать, может попробовать купить с небольшим объемом в расчете на небольшой отскок, но я не думаю, что эта идея прям уж такая шикарная. Скажем так, на 3 с минусом. На 3 с минусом и реализуется наша идея по доллару-франку. Позиции здесь есть шортовые позиции по реализации утреннего брифинга. По той идее, которая была, есть шортовая позиция и по стратегии торгуем против толпы. В первом случае есть стоп, расположенный над 0.9840 и есть вероятность, высокая вероятность его получить. Во втором случае там управляется риском позиционно, так что стоп как такового нет. Ну, он есть, но он не здесь стоит. Значит, но с другой стороны, да, в принципе, все согласуется с той идеей, с которой мы выдвигались. Я просто залез в шорты по утреннему брифингу рано, потому что 97-70, да, здесь находились кластера, и мы их должны были преодолеть, прежде чем говорить о шортовых сценарий, потому что вполне возможно, что поддержка присутствует. И так оно и оказалось. Да? Получаем стоп, возможно получим стоп, видимо, потому что поспешили пораньше. Хорошо это или плохо? Ну, бывает по-разному. Да? Бывает, что раньше запрыгнешь и выхватишь больше в плане прибыли. Бывает, что раньше заскочишь и выхватишь по стопам. Вот. А бывает, что ждешь, когда все это дело реализуется, оно начинает реализовываться, и цены такие плохие, да, чтобы не заскакивать уже поздно. Поэтому никогда не узнаешь. Да? Идея может быть насколько угодно правая, неправильная, но вот запрыгивать, не запрыгивать, это уже дело другое. Но я решил, что можно запрыгнуть. Здесь что? Если сегодня не выстрелим вверх, да, то есть не будет какого-то импульса вверх, то как бы пронесет, да, может быть, Паул завтра подтолкнет. Но, честно говоря, здесь очень маленький такой объем. Убирать стопы не буду, это будет жесткое нарушение money management. В золоте ситуация, как и вчера, тухлая, сегодня тоже тухлая. То есть у нас также стоим на поддержке. Золото, как и актив убежища, тоже оснований пока дешеветь нету. Если, конечно, Джером Паул там воодушевит рынки и так далее, тогда, может быть, активы побегут из-за убежища, и тогда золото начнет дешеветь. Но пока предпосылок к этому нету. 1502, 1485, то место, откуда может состояться отбой. В принципе, если вы залезли в позицию, то оставайтесь, потому что как бы отмены никакого нету, да, еще ничего не изменилось в худшую для вас сторону. Но с другой стороны, надо понимать, да, что изменения могут быть, и не факт, что они могут быть в вашем направлении. Здесь стоит отметить, хочу отметить на дельту. А что я хотел здесь показать по дельте? Да, нет, здесь по дельте ничего на самом деле раскрутого нету. Ну, есть, конечно, какая-то активность больше на Европе, на Америке особой активности здесь не присутствует. Да, что-то, видимо, я не то указал. В нефти WTI все примерно то же самое. Вчера почти доехали до цели 57.25. Идея та же самая, будем флетить. Будем флетить, и до Джерома Паула будем флетить. Шортить я бы не стал бы, хотя, кто может, ради бога. Но, правда, для этого надо, чтобы цена приподнялась хотя бы чуть повыше. Покупать повторно от уровня 54.80, наверное, тоже не станем. Ну, здесь, грубо говоря, внутридневная торговля, может быть, мы там провалимся. Да? То есть на обновление хаев, на обновление максимума 31 июля я, честно говоря, пока не рассчитываю вовсе. А вот Brent, в отличие от WTI, до цели добрался. 61 ровно у нас была цель по нефти марки Brent. И получается, что от нашей поддержки мы доехали и до 60.25, и до 61, и там уже отскочили. И то же самое, как и с WTI,
я не думаю, что мы пойдем с вами обновлять какие-то хаи, как минимум в текущей ситуации. Поэтому будем флетить, может быть, откатимся вниз, может быть, попытаемся еще пробиться сопротивление, все равно откатимся. То есть на этом, в принципе, можно попробовать поторговать. Фьючерс на доллар-рубль. И доллар-рубль, в принципе, достаточно ожидаемо провалился вниз. Вчера об этом писал в статье. И сегодня хочу показать еще тот график, который был в статье. Смотрите, как все дело изменилось. Вчера мы говорили о том, что у нас был ценовой уровень долга присутствовал здесь, а рубль присутствовал здесь. То есть очень большой такой разрыв, если можно так сказать, гэп, да, который в принципе должен как-то нивелироваться. И вот мы сами видим, что рубль сразу же с открытия рынка начал дорожать. Фундаментально, да, наш российский рубль начал дорожать. При этом пара доллар-рубль начала спускаться вниз. Вот у нас фундаментально рубль подрастает. И это круто, это классно. К тому же все это дело растущей нефтью маленечко, так сказать, ускорило. И еще больше ускорило Министерством финансов Российской Федерации, которое вчера очень удачно разместило две долговые бумаги. И спрос был, то есть на наш долг спрос есть. И, к слову говоря, цена на долг еще немножечко даже подросла по итогам вчерашнего дня. Все это ускорило укрепление нашей российской валюты, ускорило падение инструмента, такого инструмента, как доллар-рубль. В принципе, можно говорить о том, что это может продолжиться, потому что, как видите, разрыв как таковой, он даже не сильно таки уж и уменьшился. Ну, я имею в виду ценовой разрыв. Что делаем? Обращаемся к кластерам. Обращаю ваше внимание на то, как вчера открывался рынок. Он открывался достаточно большими интересными объемами с приростом открытого интереса. Правда, потом этот открытый интерес отскок в сторону 66.30, 66.600. И оттуда пробуем рассматривать продажи. Цели 65.950, 65.600, 65.300 тоже вполне резонно. Появление цены выше, чем 66.600 не ждем, но допускаем, что такое может произойти. Все-таки Джером Пауэлл может там устроить нам Армагеддон, мало ли. Но если это произойдет, то не будем покупать, будем рассматривать инструмент как-то в рамках другого дня. Фьючерс на РТС наш и вообще, в принципе, вчерашние индексы подросли все. Некоторый позитив на фондовом рынке присутствует, и присутствует он на нашем фондовом рынке. Ожидаемо, ну не то что ожидаемо, да, а как и с прошлыми планами обновления хаев состоялось, время дождаться отката и что-то там прикупить. 126 900, 125 500 это то место, где можно рассматривать лонги. Это место своего рода интересно тем, что здесь проходил некоторый объем и здесь был прирост открытого интереса. В моменте, соответственно, можно ждать, что здесь какая-то поддержка присутствует. Правда, с потенциалом здесь очень-очень скромно. Я бы не рассчитывал на серьезный рост в индексе, да, причем на любом индексе я бы не рассчитывал на серьезный рост в индексе. Но если залезть по достаточно выгодным ценам, да, то прокатиться до 129 тысяч, в принципе, можно, почему бы и нет. И S&P 500, да, тоже нисколько не завалился по итогам вчерашнего дня. И не ожидалось, что мы там прям завалимся. Более того, вчера, да, отмечали, что во всем этом деле, да, мы просто де-факто как бы оттестировали некоторую поддержку, и как бы все технически складывается очень ровно и гладко. То есть мы подросли. S&P 500, уверен, будет ждать Джерома Пауэлла. В случае признания того, что необходимо смягчать монетарную политику, рынок поймет это, что действительно рынок, что США видит надвигающуюся рецессию, и, наверное, S&P 500 начнет в какой-то степени заваливаться. Ну и такие вот идеи. Хотя вернусь к тому, что главная у меня идея, да, это в принципе ждать, когда эта штуковина завалится, но продавать я буду значительно выше. До этого момента, наверное, как-то все не очень гладко выглядит. В DAX тоже не очень все гладко выглядит, потому что мы вроде бы зашли в сопротивление, о котором говорили вчера. Это 11840, 11650 и почти прошли это сопротивление. Не очень гладко, не очень хорошо все идет. С другой стороны, да, мы как бы находимся в максимуме объема, поэтому мы действительно можем свалиться дальше вниз. Но тут, как говорится, все посмотрим. Здесь тоже пока стоим, держимся, о покупках не говорим, о покупках размышляем. По факту появления цены выше, чем 12 тысяч ровно, и то для этого нужны какие-то новости должны произойти. Пока их на самом деле нету. Ну, грубо говоря, кто в шортах, оставайтесь в шортах, пока выскакивать, наверное, рано, стопы определены, цели тоже определены.
И в индексе доллара, на самом деле, ничего нового я вам не скажу. Как бы 98 мы вот так кольнули, да, но это косяк скорее в котировках. Вот так кольнули, но говорить о тенденции вниз не приходится, как минимум пока. Поэтому движение вверх для нас с вами является основным, хотя и я сомневаюсь, что в преддверии Пауэлла там будет какая-то ралли по доллару, да, или даже напротив, если он там развернет монетарную политику в сторону смягчения, то здесь будет антиралли, то есть мы получим с вами движуху вниз. Ну и давайте по вопросам, которые присутствуют. Слышно и видно хорошо, это отлично. Спасибо, кстати, всем тем, кто отметил как со звуком. Да, видите, я наушники убрал, поставил петлицу, потому что надоело маленечко. Надо сменить небольшой амплуа. Где можно прочитать признаки ложного пробоя? Ребята, ну, в стримах очень часто я говорю про ложный пробой. В брифингах иногда говорю про эти признаки. Да, но если мы говорим с вами о как-то сформулированной стратегии тактики, это часть тактики, называется она от анализа до сделки. Есть она в курсах подготовки нашего сайта finprofit.club. Заходите на finprofit.club, там есть подготовка, находите раздел от анализа до сделки, читайте, знакомитесь, там все есть. Да. Юрий, поение не может быть, поение не может быть, что происходит поэтапный сброс шортовых позиций по споту, потому что толпа начинает набирать в продажу. Ой, не знаю, вот, Дмитрий, все что угодно может быть. Поэтому я говорю, да, что просто анализировать дельту это не совсем корректно и совсем правильно, потому что фьючерсный рынок, если мы говорим с вами конкретно, там, рынок, да, он всегда закрытый. Есть определенное количество фьючерсов, есть одинаковое количество покупателей и продавцов на этих фьючи. Поэтому каждую ситуацию трактовать можно по-разному. А знать совокупную позицию просто невозможно, да, то есть сбрасывать там шортовые позиции по споту, не знаю, я не знаю. Знаете, эти штуковины я вижу достаточно часто, то есть и обращаю их, если их вижу, в принципе обращаю внимание на них всегда. То есть речь идет о том, что есть какая-то активность, связанная с чем-то, что будет в будущем. Вероятнее всего связано с чем, что будет в будущем. То есть, вот, например, как с «Газпромом», да, боже мой, как с «Роснефтью», да, в которой до объявления тех дивидендов, вернее, публикации отчета, который состоялся вчера, да, вот, который по большому счету сразу с гэпом в 2% выстрелила вверх, да, мы сами видим некоторые интересные шпильки, которые в принципе, как бы предвещает это событие. И очень сложно сказать, сбрасывают позицию, закупают позицию в части фьючерса, да, но понятно, что кто-то к чему-то готовится. А это говорит о том, что эта движуха будет. То есть можно с определенной долей, с высокой долей вероятности утверждать, что события, которые произойдут на Пауэлле в пятницу, скорее всего, принесет на рынок достаточно большую волатильность. Вот и все, что можно сказать в этом плане. Без петлиц лучше. Понимаю, но, ребята, пока так. Знаете, я посмотрел ролики некоторых других людей, которые проводят обзоры. Честно говоря, там люди совсем не заморачиваются со звуком. Поэтому мне почему-то кажется, да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Мне почему-то кажется, что уровень качества у меня лучше, как ни крути. Вот. Ну, давайте, устал я просто от всего этого дела, поэтому пока поработаем с петлицей. Все, коллеги, на этом все. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встречаемся с вами завтра в утреннем брифинге. Все, как всегда, хорошего всем дня. Не залазьте в глупые, в лишние позиции и не теряйте деньги на рынке. Пока.